Друзья, всем привет! Меня зовут Алексей, вы на канале Календарь Рыболова. Сегодня хочу проверить рыболовные приметы в действии. С чего у меня возникла такая мысль. Вчера вечером встретил соседа, немного разговорились, и он интересовался как рыбалка, и я сообщил, что вот сегодня утром собираюсь как раз на щуку. Ну и сосед, добрая душа, пожелал мне удачи на рыбалке. Кто верит в приметы, знает, что это самая главная примета. После этих слов никогда не поймаешь рыбу. В общем, сегодня проверим это. Кроме того, я решил сегодня утром позавтракать рыбой. Также взять с собой рыбу в качестве обеда на рыбалку. Вернулся за документами домой, забыл. Вот возвращаться тоже вроде как примета плохая, ну не совсем рыбацкая, но все же. Что еще? Побрился, вроде это тоже относится к плохой рыболовной примете, нельзя перед рыбалкой бриться. И не только перед рыбалкой, многие считают, что какие-то важные дела не стоит бриться в этом. Если честно, больше как-то и не вспомню рыболовных примет, так что если вы знаете, дополняйте в комментариях. Ну а я направляюсь к месту ловли. Идти мне где-то еще с полчасика. И как раз сейчас, в эти минуты, выходит новое видео с лесной стройки. Там, где мы с Юрой строим домик для рыбалки из дров и глины. Так называемая глиночурка или на английский манер кордвуд. Так вот, я надеюсь, что вы будете комментировать это видео. И я прямо сейчас смогу отвечать на комментарии, а заодно и самые интересные озвучу прямо сейчас в эфире. Сейчас сразу прочитаю вам комментарии для затравки, в которых мне задавали вопросы. Первый. Подскажите заработок от YouTube монетизации от скольки до скольки в месяц? Второй вопрос. Реально ли воблеры с Алиэкспресс эффективны и что-нибудь ловят? Так. Дальше. Не вопрос, так рекомендациях, которую хотелось бы обсудить. Мне рекомендуют именно кирпичную печь, а не буржуйку. Следующее. Рассказать, почему прекратились видео с канала Усадьба Рыболова. Там, где были огород, пруд и всякие домашние дела. Расскажу все обо всех этих комментариях, но чуть позже. Так, сейчас нужно рулить, а то я заеду в камыши. Вот так. Дальше. Попросили название электромотора. Сделаем. Так, будут ли стримы? Какой вид работы был у меня во Франции? Так, воблерок. Название. Воблерок, который на прошлой рыбалке ловил щуку. И еще была просьба показать плату заряда, с помощью которой я заряжаю аккумуляторы для пилы. И насколько я правильно понял. Потому как вот эти аккумуляторы, они заряжаются от солнечного контроллера. Я не знаю, что там еще показывать, объяснять. А вот именно для аккумуляторов, для электроинструмента, там есть специальная платка, которую можно самостоятельно собрать в зарядное устройство и заряжать электроинструмент от солнечных панелей. Почему вы не делаете стримы или будете ли делать? Я в этом пока совсем не понимаю. Пытаюсь, конечно, освоить, как их там настраивать и так далее. Но самое главное, я подозреваю, что для них нужно хороший стабильный интернет. А, в принципе, у нас неплохой интернет здесь был, но сейчас он нестабильный. Так что придет время, обязательно сделаю стрим. Мне тоже как бы интересно попробовать, что это такое, пообщаться прямо в прямом эфире. Ну что ж, на вопросы буду отвечать в процессе рыбалки. Ну а коль уж сегодня я решил проверить рыболовные приметы, то сразу размотаю кукан, приготовлю все инструменты, чтобы как бы
чтобы клев был хуже. Достану инструменты. Что еще-то можно такого сделать, чтобы рыба не ловилась? Вы подсказываете сразу. Вот. В прошлый раз я специально, пока не поймал первую щуку, не доставал и не разматывал куканы. Теперь вот они. Вот он готов, уже открытый. Ждет своего хищника, узника. Так. Вот они все наготове. Бойтесь щуки. Так, дальше приготовим инструмент. Да, вот этот воблерок. Если честно, я не помню его название, поэтому сразу в комментарии не ответил. Вот сейчас и посмотрю прямо при вас. Я его не покупал, снял с коряги, можно сказать, трофейный. Вот название Юсами. Юсами, по-моему. Если честно, для меня неизвестный бренд. Я сильно не понимаю в этих брендах. Ловлю на то, что есть. Скажем так, это не типичные для меня воблеры. Я ловлю в основном на воблеры Минноу. Вот такого плана. Этот такой средний между Минноу и кренком. Но необычно так играет и рыбу ловит. Я заменил один крючочек. Второй оказался более-менее острый. Рекомендую, в общем-то, рыбу ловит. Начну ловить с него же, а потом поставлю китайские уточки. Бакланов сегодня нет. Потом буду пробовать на китайские натуральные расцветки. Вода стала намного прозрачнее. Думаю, натуральные воблеры сейчас будут в приоритете у щуки. Ну что, пожалуй, можно начинать. По утрам уже заморозки, и в камыше может быть уже совсем холодно. Там мелко, и вода быстро остывает. А рыба старается сейчас искать места с более теплой водой. И будет перемещаться в ямы, где вода не так быстро остынет. Специально пройду поближе к камышу, чтобы спугнуть и понимать, есть она здесь или нет. Сейчас подойду к тому месту, где на прошлой рыбалке поймал 2 щуки, были еще выходы, сходы. Там прямо стая стояла. Одна щука здесь точно оставалась, которая сошла. Да и вообще свято место пусто не бывает. Если здесь стояли щуки до этого, то значит оно им чем-то нравилось. Значит, здесь был малек, хорошее место для засады. Ну что, пока никакого движения в камыше не обнаружено. Ни хищника, ни малька. Приметы, получаются, пока полностью работают. Да, но зато есть надежда, что щука ушла из камыша на более глубокие места. И есть шансы поймать, найти ее в заливе. Залив с глубинами около 2 метров. И есть
Ямка такая около 3 метров. Так что попробуем здесь. Я заякорился посредине залива. Отсюда есть возможность добросить и в ямку, и в более мелкие места. И если щуки нет в камыше, то где-то же она должна быть. Поэтому буду практически все время оставаться здесь и ждать ее выхода. Здесь можно укрыться от ветра довольно комфортно. И заодно буду отвечать на ваши вопросы из комментариев. Начну с вопроса о воблерах с AliExpress. Реально ли эти воблеры эффективны и ловят рыбу? Собственно, прямо сейчас мы это и проверим. Начну с натурального окраса. Такие вот серебристые, с синей спинкой. Возможно, вы скажете, что это некорректный тест для воблеров китайских. Потому как сегодня я собрал все плохие рыболовные приметы. И по идее у меня не должно быть ни одной поклевки. Но посмотрим, если воблер справится даже в такой ситуации, то он действительно хороший будет. Сегодня светит солнышко, поэтому вода как остывает быстро в камышах, точно так же и нагревается, потому что там мелко. Плюс еще камыши сами, как радиатор, работают. Солнце на них попадает, и они отдают свое тепло в воду. Туда начинает подтягиваться малек в теплое место, а за ним и хищник. Натуральный цвет — это, конечно, хорошо, но когда щука не активна, ее нужно немного раззадорить, раздразнить. И вот такой цвет подойдет как нельзя лучше. Ну и по поводу вопроса о том, ловят ли китайские воблеры или нет. Этот вопрос остается пока открытым. В течение рыбалки я буду ловить на эти воблеры. Ну и в конце мы увидим, поймаем или нет. Ну а пока отвечу вам на следующий вопрос. На какой именно работе я работал во Франции? Если честно, когда я ехал впервые на заработки во Францию, я думал, что я, как лучший в Восточной Европе установщик столярных изделий, буду чрезмерно востребован французским потребителям. И они сочтут за счастье, если я у них чего-нибудь доустановлю. Но оказалось, что французы меняют столярку примерно раз в 150 лет, а может реже. Потому как все у них окна, двери имеют неограниченный срок службы. Как по дизайну, так и по своему качеству, по износу стойкости. В общем, они их не меняют никогда. Все вот эти двери, которые я там видел, они все стоят уже вот как дом построился. То есть точно с того времени установлены окна и двери, служат по сей день. И в итоге получалось, что совсем не востребована оказалась моя профессия, и мой опыт никому не понадобился. Пришлось тренироваться мне на французах в укладывании плитки, покраске стен, шпаклевке, укладке паркета и других неизвестных мне на тот момент профессиях. А у нас привычно, что каждый работник, каждый рабочий, он
так сказать, узкопрофильный. Он делает свою специальную работу. То есть сантехник будет делать сантехнику, электрик будет делать электрику. А установщик дверей будет устанавливать двери. Во Франции же совсем все иначе. В общем, мне посчастливилось встретить человека, который предложил мне работу по установке кухонь. Ух ты, щуку я увидел. Опять же в камыше сидела, но хотя бы она показала себя, что я здесь не в сантехнику забросил спиннинг, а все-таки рыба здесь есть. Так вот, работа по установке кухонь. Кухни там все-таки хоть иногда оно меняли. Вот. Но в установку кухонь входила работа сантехника, электрика, мебельщика, там, маляра и еще плиточника. Короче, объясняю. У них там принято так. Вот ты приехал устанавливать кухню, один человек на кухню, и ты собираешь модули, устанавливаешь, но потом тебе в какой-то момент нужно установить мойку, там, сушку, ну, все вот эти вот моменты. То есть, чтобы установить мойку, тебе нужно стать сантехником, нужно провести новую, ее необходимо заменить старую сантехнику, убрать эти трубы, подвести новые. То есть, даже если ты хоть как-то что-то понимал в сантехнике, как минимум там на домашнем уровне у себя здесь, то там совсем другие стандарты. Когда у нас здесь в основном в последнее время там под пайку водопроводы, канализация, ну, обычная, как на резиночках, на манжетах вот это. Во Франции это иначе. Водопровод там медный. Нужно паять медные трубы. Канализация там не на резиночках вставляются эти, а клеится специальным клеем, ну, типа как ацетона, что ли. Ну, он такой желеобразный, гелеобразный. Такой вот клей. Ну, у нас тоже уже сейчас появляется. Но это буквально сейчас, а это было 15 лет назад. Для меня было это новинкой. В общем, пришлось научиться мне сантехнике. И паять медь, и клеить эти трубы пластиковые. Вот. Потом нужно было подвести туда розетки, электричество. То есть нужно было и научиться электрике. Потом же сделать вот эту рабочую поверхность из плитки. А значит, стать плиточником. А порой и не только рабочую поверхность, а и пол в кухне тоже как бы входило. Ну, как по договоренности отдельной с хозяином. Это входило как бы в работу по установке кухни. Сделать пол из плитки. Вот такие вот необычные на тот момент для меня открытия я для себя совершил. И теперь я и плиточник, и сантехник, и электрик, ну и мебельщик, наверное, чуть-чуть. Вот. Но с другой стороны, когда я делал ремонт дома, то я не готов был свои навыки, на мой взгляд, не очень хорошие, использовать в собственном ремонте. Мне хотелось, чтобы сделали все-таки более серьезные специалисты, поэтому приходилось нанимать и отделочников. Нет, ну, в большей степени, конечно, я все-таки делал сам, но некоторые вещи, такие как вот покраска, поклейка обоев, это мне никогда не заходило. Хотя, я же говорю, на французах я хоть и потренировался, но дома я не готов был
делать так же. У них несколько другое понимание о евроремонте. Главное, чтобы было беленько, чистенько. Как бы освежить там раз в 5 лет, покрасить, где-то подшпаклевать. Ну, максимум где-то плиточку положить новую. Но это редко. В основном только покраска. Покрасить двери, окна, стены. Вот и весь евроремонт. Так, надеюсь, я ответил на этот вопрос. Хоть немного растянуто. В общем, да, основная моя работа была на стройке. Не хочет и на яркую расцветку, так сказать, кислотную. Снова сменим на натуральную. Вот такой тонущий, более тяжелый, далеко летящий, но с другой игрой. И главное, более дорогой, он стоит около $1. Еще один вопрос, точнее рекомендация. Делай кирпичную печь, а не буржуйку. Ну, это как бы само собой понятно, что кирпичная печь лучше. Я даже свою первую печку, которая была там из ведра, из-под краски и 6 кирпичей, тоже старался максимально обложить камнями из реки, чтобы она была как теплоаккумулятор. Нагревалась и ночью отдавала. И в принципе она очень хорошо себя показала. Только что прогорела со временем на 4-й год. С кирпичом, естественно, было бы лучше, но, во-первых, это время. Ее нужно положить. Кирпич, он весь разный, разного размера. Целого очень мало. Не хватит кирпича на нормальную печку. Опять придется что-то лепить, что-то добавлять. Вот. Буржуйку намного проще, тем более и она уже как бы там есть в наличии, ее немножко там переделать, доделать. Она большая. И ее, конечно же, можно обложить кирпичом, который есть в наличии. Кстати, в следующем походе я постараюсь выделить время на то, чтобы собрать весь кирпич, поскладывать его аккуратненько, пересортировать, перебрать. Вот, посмотреть, что есть, на что его хватит. Вот. Так что это само собой как бы понятно, но пока нереализуемо, к сожалению. Вот так вот. Надеюсь, ответил на ваш комментарий. Я решил поменять воблер, и как назло в этот момент щука начала добирать солитерную рыбку. Плавала рыбешка по поверхности. И несколько раз щука его атаковала. Я не смог в этот момент быстро забросить прямо под нос. И в итоге щука съела ту рыбку, а на воблер пока никак не реагирует. И я начинаю задумываться, что приметы рыболовные все-таки работают. Рыба есть. Воблеры все с острыми крючками. Рабочие. Раньше я на них ловил. А я поймать пока не могу. Вот и скажешь, что теперь не верь в приметы.
И это я еще не съел рыбку, которую взял с собой, которую здесь же поймал в прошлый раз. Дома приготовил, сделал и консервы, и нажарил. И вот жареной рыбки взял с собой на обед. Я думаю, что после того, как я пообедаю, клев точно должен начаться. Потому что, когда мы ездили с дядькой на рыбалку, мы на леща ездили, он делал такую сижу капитальную, тоже на глубине метрах на 3 где-то ставил, а бросали удочки там на 4-5 метров. Лещ подходил без проблем туда. Он кормил, прямо каждый раз привозит ведро пшеницы, гороха, перловки. Закармливал капитально. Вот. И лещ замечательно ловился. И лещ, и подлещ, и плотва. Как там у меня возле землянки. Только в другом месте. Я тогда еще пацаном был. Брал он меня с собой на рыбалку. Замечательно проводили время. Так вот, к чему же я. Он тоже постоянно практически брал с собой того же жареного леща с собой на рыбалку. А я ж ему говорю: дядь Миша, как же ж можно на рыбалку рыбу, клевать не будет. В итоге все равно полный садок рыбы, везем домой, все в порядке. Что ж ей не так? Играет замечательно. И такой медленно тонущий почти суспендер. Должен работать. Но рыба в судочке не дает. Нужно ее съесть быстро. Сейчас попробую очень медленную проводку. Часто спрашивают, почему нет новых видео на втором канале «Усадьба рыболова». Если честно, не рассчитал я свои силы. Ни физические, ни в плане просто ведения 2 каналов. Это довольно сложно для меня. Я в последнее время за компьютером долго не могу высиживать, поэтому монтировать столько видео физически просто не в состоянии был. Одно время мне помогал мой племянник, когда они были в гостях, у меня детвора когда были. Вот. А потом самостоятельно я просто не успевал, да и со здоровьем снова резко начались ухудшения. В общем, забросил, оставил я это. Не только съемки, но и в принципе по всем этим делам все оно как было, так и осталось. Не копал я дальше пруд. Вот. Надеюсь, восстановлюсь и продолжу работы. Очень бы этого хотелось, конечно. Вот. Вот как-то так. И еще один комментарий с вопросом. Когда вы впервые занялись видеосъемкой? Это сложно сказать. Какие-то видеосъемки были там из домашних архивов, когда еще были эти огромные видеокамеры для домашнего использования. А вообще, как для Ютуба, мне интересно было изначально подводные съемки. Где-то я увидел, что снимали, как кормится рыба, ее повадки под водой. Это для меня было очень интересно. И, в принципе, этот канал, он начинался как, как объяснить, как пособие для рыболова, в котором я отмечал давление, направление, силу ветра
и всякие природные показатели, которые можно было э, ну, сопоставить, что вот похожие значения, значит, вот в такую погоду сегодня должно клевать. То есть вот такая вот должна быть. Поэтому и название, собственно. И первые видео у меня были, я там делал такие вставочки, там, где давление, ветер и все погодные вот эти вот характеристики. И ловил в этот день рыбу. И если клев был хороший, то можно было как-то привязать это к данной погодной ситуации. И уже в следующий раз можно было ориентироваться на такую же подобную погоду и иметь надежду, что сегодня тоже будет клевать. В общем, вот так я пытался это изначально делать. Не знаю, насколько получилось или нет. Вот, кстати, вы могли бы посмотреть эти первые ролики и сообщить, насколько поменялась подача. То есть вырос ли я как блогер хоть немного, или же сами видео, качество видео. Камера все та же прежняя, ничего не поменялось. На нее я снимал и 5 лет назад, и сейчас на нее продолжаю снимать. Ну и я, собственно, тоже, можно сказать, не поменялся. Вот. Посидел, может, немного. А так все то же самое. Вот. Так что, если интересно, загляните на первые видео. Там все видео расположены в хронологическом порядке. Как я заехал туда на место землянки, сейчас уже глиночурки, и решил остаться там на целый год. Вот. И потом, ну, я вообще планировал жить в таком шатре. Хотел туда поставить печку, утеплить его там как-то двухслойным сделать. Вот. Но потом понял, что не очень жарко мне там будет зимой. И решил осенью делать землянку. И начал я ее делать там, наверное, в октябре. И вот так вот кое-как успел до морозов. Ну, вот примерно такая же ситуация, как сейчас с глиночуркой, когда уже холодно. Вот такая вот ситуация. Так что напишите, сильно ли поменялись первые видео по сравнению с теперешними. Когда долго не клюет, начинаешь искать причину. Менять приманки, проводки, темп. Когда ничего не помогает, уже начинаешь менять поводок. Вот так выглядит поводок, который стоял на спиннинге. Погнут, весь посеченный зубами. Пришло время его заменить. Вообще я люблю ловить на поводки из стальки, такие скрутки. Они мне больше всего нравятся. И я считаю, что хищник лучше клюет именно с ними. Не знаю, за счет, может быть, игры, потому что они жесткие, не так гнутся, как вот эти флюрокарбоновые. Может, по каким-то другим причинам, но они у меня работают лучше всего. Единственная проблема это то, что они очень быстро выходят из строя, так сказать. То есть гнутся, их потом тяжело хорошенько выровнять. Вот. Становятся такие, как поросячий хвостик. Ну, не проблема заменить их. Вот. Почему-то у меня с собой не оказалось их. Нужно будет дома наделать еще. Ну вот, первый заброс с новым поводком и сразу перехлест.
Но он, конечно, чересчур длинный. Только что был выход щуки, бросил как раз в то место. Не хочет, совсем не хочет клевать, но я знаю, что в этих случаях нужно делать. Главное не психануть и не уехать домой. Нужно поесть, попить чайку, позагорать. Щука увидит, что ты ешь, ей тоже захочется, и начнется клев. Вот, я, как и говорил, не обманывал. Рыбка со мной жареная, печеночка и корка. Все есть. И бурячок для здоровья. Полностью полезная еда. Ну что, кто смотрит видосик под кофеек и бутербродик, приятного аппетита. Пока обедаю, попытаюсь ответить еще на один вопрос. Сколько же денег мне приносит YouTube монетизация? Максимальные суммы были $650, но это было на пике роста канала. Было много подписчиков, было много просмотров. На тот момент, да, были вот такие примерно суммы. 600-650 это максимальные были. Вот. Минимальные, это при том, что я в принципе видео продолжал выпускать примерно в том же количестве, как и обычно. Но сумма могла быть там в районе $100-150. Вот. От чего зависит эта цена на рекламу, я не знаю. Но она вот так вот плавает. Нет, максимальная сумма, конечно, была за счет того, что было много просмотров на тот момент. А вот минимальная, скажем, вот, да, 100-150. И вот сейчас это с теми же просмотрами. Ну, вот за последний месяц было $300, да. Вот. Вот такие вот цифры. К сожалению, не очень большие. Скажем прямо, небольшие. Вот, надеюсь, удовлетворил ваше любопытство. Все, я подкрепился. Пока ел, несколько раз щука выпрыгивала. А ну-ка. Все, теперь у меня нет с собой рыбы. Было бы интересно, если бы на первом забросе сейчас клюнуло. Так, вот там пару раз прыгала.
Странное дело. Не клюет. Наверное, это сильно жирно будет. Погода хорошая, ветра нет, солнышко, не холодно. Еще бы и рыба клевала. Это, наверное, перебор. Ух ты. Блин, что-то было. Может травка, а может рыбка. Так, сменю воблер. Ой. Вот такой я еще не разлавливал. Такие расцветочки подокунька и пескарика. Окунек вообще очень хороший живец для щуки. Раньше я по незнанию не часто применял окуня в качестве живца, а зря. Очень часто на него клюет щука. А также хороший живец уклейка, это верховодка. Она, конечно, уступает по живучести. Ее пару раз забросить, она погибнет. А окунь, конечно, намного живучий. Мощнее, сильнее, будет постоянно плавать. Многие хвалят пескаря. Он тоже живучий, активный. И зачастую щука на него клюет. И местные иногда говорят, что только на него и клюет. Но нет. Я так не считаю. Нужно подбирать. Каждый раз нужно искать ключик зубастой. Бывает, конечно, пару раз в год, когда клюет на все и всегда. Но на это нужно еще попасть. Хотя есть, конечно, такие места, где рыболовный прессинг небольшой, а рыбы очень много. Во всяком случае, были такие места. Давно я уже никуда не ездил. Да, ну что тут сказать. Так можно начать верить в рыболовные приметы. Пока ни одной поклевочки. Ну а для чистоты эксперимента с китайскими воблерами, ловят они или нет, я-то знаю, что не ловят, потому как я на них ловил не единожды. Они практически все у меня, ну не те, которые в коробочках разловленные. Думаю, у меня еще есть пару коробочек, вот, которые еще не были в воде. Но они все практически одинаковые. Так вот, чтобы эксперимент прошел чисто, я сейчас поставлю воблер тот, который
ловил на прошлой рыбалке. Я не знаю, насколько он китайский или не китайский. Опять же говорю, что этого бренда я не знаю. Может, кто-то знает, напишите, что вы о нем знаете. Короче, ставлю тот же воблер и попробую половить на него. Я снова увидел солитерную рыбку, идет поверху. Буду бросать возле нее, возможно, за ней следит щука и может схватить мой воблер. И не скажешь, что рыбы нет. Рыба есть. И не скажешь, что рыба есть, но не ест. Вроде как и ест. Видно, что подъедает то солитера, то там где-то всплески. Они ловятся. И не сказать, что то я не напрягался особо, не упирался. Да нет, нормально ловил. Хотел поймать, вот опять где-то плещется. Так что, скорее всего, сработали рыболовные приметы. Хотя, если серьезно, очень часто бывают такие рыбалки. Вроде рыба гуляет, рыба есть, но клевать не хочет. И с приметами это никак не связано. Потому что если желают удачи или еще там какие-то из примет, то ты их обязательно запоминаешь и всегда можешь, как бы, если приехал без рыбы, отмазаться, что, мол, да вот. Сейчас подниму якорь, пройдусь, как я люблю делать, понад камышом по периметру. Ну, точнее сказать, по диаметру, по радиусу. Понад камышом, короче говоря, пройдусь. Посмотрю, будет ли выбегать оттуда крупная щука. Вода сейчас уже более прозрачная. Рыбу можно заметить. И потом еще немного попробую потроллить. Пройтись на моторе с воблерком на троллинг. И заодно расскажу еще, отвечу на пару оставшихся вопросов. По часовой или против? Как думаете? Пойду против. Ого, уже слышу, кто-то выбежал. Камыши хрустят. Вот песочек, много мелочи. Мелочь есть, должен быть и хищник. И здесь полно мелочи. Вот крупночи пока не видно. Это мелочь. Под этим кустиком было несколько выходов щуки. Малька видно, а вот чтобы щука из камыша выскочила, пока не видно.
Вот это бревнышко, на котором летом черепахи сидели. Ух ты, коряшки какие. Ну что, не скажу, что прямо много щуки видел. Ну так кое-где вроде бы бегала по камышам. Вот и первая поклевка. Вот такая зеленуха клюнула. Опа. Так. Ух ты, ух ты, ух ты. Щуку увидел. Увидел. Пожалуй, я заякорюсь. Может быть, удастся вымучать. Ой, по-моему, была поклевка. О, и там в камыше что-то зашевелилось. Прямо. А, это птичка, утка. Прямо куда надо, там, где была щука. Но похоже, она уже кого-то съела. Поменяю воблер. Буду брать щуку измором. Поставлю какой-нибудь яркий, чтобы он ей глаза мозолил, надоело, она его цапнула. Нет, этот воблерок не годится для этих условий. Он хоть и плавающий, но постоянно влазит в траву. Нужно что-то другое. Лягушка какая-то неправильная. Набирает воду, начинает тонуть, плохо играет. Но зато я вспомнил один хороший вариантик, который меня не единожды выручал. Он как бы не очень уместный для такой погоды, а точнее времени года, уже почти зима. Это поппер. Это поверхностная приманка. Она вообще не заглубляется и не будет цеплять траву там на мелководье. Но так как щука, я знаю, еще до сих пор стоит в камыше, на мели, то вполне может соблазниться на эту приманку. Я говорю, она не единожды меня выручала. Я сейчас подойду выше по течению, там заякорюсь и буду пробовать проводить прямо вдоль камышика, у самой кромки камыша. Вот такой. Все тот же Китай. Я их еще не разлавливал, не поймал на них ни единой рыбки. Но попробую. Я надеюсь, они хотя бы плавают.
Уже хорошо. Вот какое окошко. Поппер тоже не сработал. Поставил снова тот, на который ловилась. Но, похоже, сегодня уже ничего не поможет. Потому что рыбу вижу, а клевать она ни в какую не хочет. Да, похоже, что никак не уговорить мне сегодня зубастую, поэтому продолжу отвечать на ваши вопросы. Интересовались, как называется этот электромотор. Классик 28 ЛБС. Траст, не знаю, что это значит. В общем, вот так выглядит название. Миникота, по-моему, это американский производитель. Вот еще какой-то шильдик. Да, USA. Собственно, все, что знаю касательно мотора. Ну и осталось показать, как выглядит платка для заряда аккумуляторов для пилы, потому как на словах объяснить довольно сложно, чтобы ее найти на AliExpress, поэтому покажу ее визуально. Это DC-DC преобразователь повышающий. Вот из 12 вольт он будет делать 21. 21 это максимальный заряд. Вот такой вольтметр и амперметр. Это тоже отдельно, недорого стоит. Удобно настраивать вольты и смотреть, какой ток заряжает на данный момент. Как вы поняли, это пищевой контейнер. У меня два таких зарядничка. Этот как раз сейчас распаянный. Распаянный, потому что так вышло, я почему-то вот рано утром, ставив на зарядку свои аккумуляторы, спросонья умудрился плюс на минус, минус на плюс. В общем, что-то здесь пыхнуло, и он перестал заряжать. Нужно ремонтировать. Вот так вот он выглядит. Сейчас поближе. Понятия не имею, на каких он там микросхемах и еще на чем. Я думаю, что визуально можно найти в Алиэкспрессе. По-моему, на 5 ампер у него ток. Но это уже вам смотреть, насколько вам нужен мощный. Стоят они недорого. Там, по-моему, от доллара там, до пару-тройку долларов. Вот такие цены разные. Зависит от мощности.
Вот, в принципе, все работает, меня устраивает. Я уже направляюсь в сторону дома, но на всякий случай забросил воблер, пусть сзади телепается, а вдруг случится чудо, и щука его, ух ты, что-то дергает. Наверное, трава или, а может, окунь. Похоже, что трава. В общем, сегодня вот такая рыбалка получилась. Без рыбы. Но, как по мне, ничуть не хуже, чем с рыбой. Я доволен. Хорошо отдохнул. Пообщались с вами. Если вам такой формат интересен, пишите в комментариях. Пишите вопросы свои, задавайте. Будем продолжать общаться. Ну а я буду с вами прощаться. Всем здоровья, добра и мира. До встречи в следующих видео. Пока-пока. Друзья, я с вами попрощался, но по дороге домой решил заплыть еще в одно местечко. Сюда было сложно пробраться, но я здесь и вижу здесь тоже много, в принципе, рыбы. Щука в камыше лазит, показывает себя. Попробую еще немного половить здесь. Вот. Малек разбежался. Ух ты. Где-то еще плюхнулась. Пока не хочет. Эх, не попал. Ай, теперь попал. Заякорюсь, наверное. Что ж, я зря сюда пробирался. В такие дебри. Где она там? Где-то плещется. Блин. Ну, вот. Против солнца не видно было, забросил в камыши. Фух, придется сниматься с якоря. Цепился. Ну, вот она была тут щука. Вот, вот. Вон она, вон пошла, вон. Малек разбегается. Чуть-чуть я не добрасывал до нее. Прямо там на мелком стояла.
Неужели поклевка? Ай, похоже, я ее подзабагрил. Клюнуть она не клюнула, но зацепилась. Поэтому так тяжело идет. Щучка не очень большая. Похоже. Во всяком случае. Ух ты, куда пошла? Вы сейчас увидите, в шоке будете. Ай, зараза, как я ее поймал. Я ее поймал на удавку. Обратите внимание, как идет плетенка. То есть воблер, плетенка обошла вокруг щуки и крючками зацепилась. То есть я ее просто зацепил на удавку. Это, кстати, не первый раз я так ловлю рыбу. То есть вот так вот она не хочет клевать. И тут уже задумаешься, может быть, действительно все эти приметы работают. Рыбацкие. Я не знаю, как теперь ее брать, там крючки. Прямо в том месте, где удобно ее схватить рукой. И она может меня, это самое, поранить. Я вот один крючок отвел. Я могу ее сейчас просто отпустить, потому что вот я ее, считай, все, она ни на чем не держится. И если она сейчас прыгнет, то она сбежит. А я вот сейчас освобождаю крючок. Вот такую вот. Всю харю обрызгала, сбежала. Я, конечно же, мог ее затянуть в лодку, придавить ногой и отцепить воблер. Ну, была возможность, что он где-то встрял бы в дно или того хуже в борт. Также запачкало все слизью. В общем, это не мой метод. Хотелось сделать красиво, но и на старуху бывает проруха. Вот так, теперь мокрой и без рыбы. Ну, вы знаете, я до рыбы не жадный. Поймаем еще. А ушла, значит, поборолась. Так, значит, нужно. А удовольствие я получил. И даже когда все рыболовные приметы против тебя, есть вариант поймать нестандартным способом и обойти все эти приметы. Вот таким вот способом на удавку ловлю уже не в первый раз. Да, кайф. Вроде как и проплавал целый день без единой поклевки, пробирался сюда в такие заросли, вот, чтобы увидеть вот такую вот необычную поклевочку и вам показать. Очень доволен. Пойду уже домой. Это мне сверху говорят, что хорош. Приметы рулят. Так что еще раз всем пока-пока. Увидимся в следующих видео. Вот такие вот здесь дебри непролазные. Это еще ничего. Вот этот вот остров, он здесь заякорился. И я тут просто не пролажу по ширине. По течению, я надеюсь, будет проще. Но сюда я еле пролез. А главное не пробить лодку ни обо что. Ну да, по течению оказалось попроще пролезть. Все.
Во-во-во-во.